Ассаляму алейкум! Добрый вечер, дорогие друзья! Вы на канале «Вкусная еда с Хадиджей». Сегодня вашему вниманию хочу предложить рецепт очень вкусного пирога. Так готовит моя свекровь. Пирог по-арабски. С яблочком, как вы любите. Итак, давайте начнем приготовление. Я всем желаю удачи на кухне. 2 столовые ложки корицы отправляем в емкость. Будем смешивать с сахаром. И сюда же 2 столовые ложки сахарного песка. Все хорошо смешиваем. Готово. Нам нужна цедра апельсина или лимона. Можете не ложить, но очень ароматно получается. Только его оранжевая часть. Яблочки очищаем от кожуры и нарезаем на кусочки небольшие. Освободили от сердцевинок и сейчас нарезаем на кусочки. Перекладываем в миску. Взаимодействуя с воздухом, темнеют. Сейчас польем немножко апельсиновым соком. Сок где-то половинки апельсина. Все равно будем посыпать потом корицей. Так что будет все равно темные яблочки, но очень-очень ароматные. Все хорошо смешиваем. Сейчас сразу сахар не добавляем, корицу не добавляем, потому что яблочки моментально дадут сок. Сделаем тесто, а потом уже будем добавлять корицу. В глубокую емкость отправляем яйца. 4 яйца. И желтки и белки вместе. Щепотку соли для баланса вкуса. 1 чайную ложку ванильного сахара. 1 столовую ложку уксуса 5%. Духовку сразу можно уже включить на 180 градусов. И сейчас взбиваем эту массу. Буквально минутку. Сюда же добавляем 200 грамм сахарного песка. Все взбиваем до побеления массы. Вот такая масса получилась. И сейчас сюда же добавляем 250 миллилитров молока комнатной температуры. Если вы используете стакан объемом 250 миллилитров, тогда берите сахар 250 миллилитров, молоко 250 миллилитров и растительное масло 250 миллилитров. Я отмеряю стаканом. Если вы готовите постный вариант, то вы добавляете растительное масло без запаха. Если вы хотите пирог более такой ароматный, более вкусный и не переживаете за калории, тогда вы можете растопить сливочное масло, такой же стакан, немножко его охладить до комнатной температуры и сюда в емкость. Взбиваем немного. Духовку мы уже включили на 180 градусов. И сейчас добавляем муку. Духовка у нас хорошо должна разогреться. Точное описание рецепта смотрите под видео в описании. Там я точную гранулировку обязательно дам. Вот, кстати, сахара добавьте чуть больше, 250 грамм получается. И сейчас добавляем муку. Муку я отвесила 3 стакана. 3 стакана муки у меня сюда пошло. И сейчас добавляем не все сразу. Постепенно будем вымешивать и смотреть, какая консистенция. Мука пшеничная высшего сорта, заранее просеянная. Все вот так хорошо смешаем, чтобы не быть в пудре мучной. И поверх муки разрыхлитель. 1 пакетик. Вот такое тесто у нас получилось. Главное, долго не взбивать. В противном случае пирог будет жестковат. В яблочки добавляем апельсиновую цедру и корицу с сахаром. Корицу с сахаром не всю высыпаем. И все хорошо смешиваем. Все готово.
Форма разъемная, 22 сантиметра в диаметре. Основание я выстелила пергаментом. И сейчас мы растительным маслом смазываем и основание, можно сливочным маслом, и основание, и бортики. Все промасливаем тщательно. И сейчас половину теста выливаем на основание. Это будет нижний корж. Разравниваем вот так. Слоем выкладываем яблочки. И снова сверху посыпаем смешанной смесью сахар и корица. И остальную часть теста. Распределяем все по поверхности, чтобы тесто хорошо село. И поверх выкладываем яблочки оставшиеся. И сверху оставшейся корицей и сахаром присыпаем все. Духовка у нас уже горячая. Выпекать будем при 175 градусах минут 40. Отправляем в духовку, включаем вверх-вниз. Наш пирог готов. А сейчас готовим карамель. Сгущенное молоко я варила сама 3 часа. Здесь у меня чуть больше половины банки сгущенного молока. И добавляем 1 столовую ложку молока. Вот такая масса получилась. Посмотрите. Готово. Дадим нашему пирогу остыть и сверху поливаем карамелью и посыпаем сахарной пудрой. Как же он аппетитно и ароматно пахнет. Очень нежный, очень вкусный и насыщенный пирог получается. Всем настоятельно рекомендую приготовить по этому рецепту. Порадуйте себя и своих любимых. Итак, дорогие друзья, если понравилось видео, ставьте лайк, поддержите наш канал лайком. Делитесь моим видео со своими друзьями и близкими. И в соцсетях. Пишите в комментариях, как получается у вас. Я вам буду очень признательна. Если еще не подписаны, обязательно подписывайтесь. Не забудьте нажать на колокольчик справа, чтобы не пропускать выход нового видео. Я желаю вам всего самого наилучшего, здоровья и до новых встреч на канале «Вкусная еда с Хадиджей». Пока-пока.